Изолента Лайф. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента Лайф. Мы заканчиваем последние полчаса. Самое интересное, как всегда, потому что поговорим мы о насущном, о нашем всем. Мы поговорим об энергетике. И в гостях у нас Игорь Викторович Алабужин, консультант Российского газового общества, эксперт по энергетической и климатической политике. Игорь Викторович, добрый день. Доброе утро. Я, наверное, задам первый вопрос вам для начала беседы. Вот тут читаю новости. Премьер-министр Польши заявил, что его страна готова отказаться от российских энергоносителей до конца года. Откажется, не готова отказаться, откажется от российских энергоносителей до конца этого года, газ до конца этого года, нефть до конца этого года, уголь так быстро, как будет только принят закон. Какой закон, не знаю, возможно, уже в апреле. Ну и призывает ЕС обложить российские эти самые углеводороды каким-то дополнительным налогом. Давайте в качестве пролога это используем. Вообще, может быть, ему как-то помочь и ускорить процесс, отключить газ прямо сейчас? Если за рубли не хотят. Это все-таки будет зависеть от общей политики. Правительство, по-моему, то направление, которое сейчас выбрано, постепенно переводить торговлю нашими углеводородами с этими странами пока на рубли, оно оптимальное. Заявление западных лидеров сейчас о сроках освобождения их от зависимости от российских углеводородов можно не рассматривать или делить на 10, да, а уж польских точно, потому что уж про Польшу тоже все считали. Несколько лет они уже заявляют о том, что они откажутся, и никакие планы, никакие расчеты не удовлетворили специалистов, что они могут это сделать. Очередной какой-то выброс, никакого плана за этим не стоит. Это просто продолжение той пропагандистской волны, нахрапа, блефа. Вот я часто пишу и говорю, что один из главных элементов политики Евросоюза, и особенно некоторых стран в Евросоюзе, это блеф. Они почему-то считают, что чем круче они будут блефовать, тем лучшие условия они потом смогут выбить из России. Для польской энергетической политики это верно на 100%. Стоит поднять нашу газовую историю взаимоотношений с Польшей, сколько уже заявлений от них было, все закончилось ничем. Поэтому давайте просто серьезно не рассматривать. Таких заявлений будет много, не только от поляков, из других европейских столиц, и из Брюсселя тоже. Тут вопрос у меня следующий. У поляков все хорошо с углем, да, и это было традиционно долгие годы. Насколько сейчас у них хорошо, это вопрос, первая часть вопроса. И могут ли они заменить энергетику свою газовую на энергетику угольную, как это было в старые Ну и не годы? только свою, а вот, например, европейскую. Могут ли поляки стать источником альтернативы российскому газу в виде угля, например? Ну, вообще-то в Польше достаточно резервы каменного угля. Они в последнее время очень сильно развивали свою угольную электрогенерацию, несмотря на то, что подписывались и под разными климатическими планами, все равно развивали до последних лет. Они последний свой крупный угольный блок ввели, не знаю, там, в строй 2 года назад. При этом они увеличили и импорт российского угля. Темпы роста страна показывала в последние годы неплохие, значит, энергии нужно было чуть больше, и российский уголь они тоже начали импортировать. Что-то срочно сделать и заменить у себя в стране российский уголь на польский, но это тоже вот как бы сомнительно, потому что большие объемы нужно
для этого угля извлечь, для этого нужно время, да, уголь у Польши есть. Что касается экономики других европейских стран, то тут, конечно, большие сомнения. Во-первых, значит, нужно строить тогда угольные станции по Европе. Нужно инфраструктуру соответствующую строить. То есть это Марокко, время, это противоречит этим климатическим заверениям Евросоюза, которые продолжаются, между прочим. То есть они отказываются фактически от проведения климатической политики, но на словах говорят, что все это в рамках наших целей климатических, которые остаются незыблемыми. Поэтому замена газа в Европе на польский уголь тоже не стоит рассматривать сколько-нибудь серьезно. Вообще, так сказать, нереально. Тогда вот этот вот процесс, который сейчас происходит, а у нас, я так понимаю, остается один полный день до официального перевода на рублевые расчеты, то есть 31 марта. Да? Что нам ждать? И что ждать Европе? Ваше мнение? Тут мнение, которое озвучивают европейские лидеры, оно, с одной стороны, такое решительное, что мы не рекомендуем нашим компаниям платить в рублях. По-другому они могут сказать, мы не будем платить в рублях. Это практически одно и то же. При этом они прекрасно понимают, что заменить российский газ они не смогут. Даже 27-й год, который они ставят в качестве цели, это под большим вопросом, а уж срочно они это не смогут сделать совершенно точно. Пока идут судорожные поиски хоть какого-то газа для того, чтобы заменить хоть какое-то количество российского газа. Американцы им обещали в этом году поставить дополнительно 15 миллиардов природного газа, в сжиженном виде, естественно, но не за счет увеличения добычи американского газа, а за счет перенаправления существующих контрактов из других регионов. Вроде бы они договорились, американцы, имею в виду, договорились с Катаром, что тот часть своего газа направит в Европу, но этот газ был законтрактован Южной Кореей и Японией, и американцы договорились, используя все свое влияние с японцами и с корейцами, что те отказываются от части законтрактованного газа в пользу Европы. Но это все такие мелочи пока, даже эти 15 миллиардов, которые обещают в этом году, пока реально остается из того, что они могут сделать сейчас, это останавливать предприятия. И снижать температуру в домах они рекомендуют, потому что они говорят, на 1 градус снизим, это 10 миллиардов газа сэкономит. Что вызывает как бы, естественно, не совсем хорошую реакцию у европейцев, или, по крайней мере, отсутствие реакции у европейцев. Наверное, они много говорят по этому поводу, но предпочитают вслух об этом пока не говорить, хотя вот тут недавно Макрон решил пообщаться с избирателями в Дижоне, и с одним человеком, как бы избиратель к нему подошел, говорит: господин президент, я хорошо зарабатывал, у меня с женой было 4000 евро на двоих, и мы отлично жили, мы хорошо ели, мы ходили в ресторан, в кино, покупали друг другу подарки, каждый год в разных странах отдыхали. Теперь все. Это закончилось. Это он говорит на основе повышения цен еще прошлогоднего, потому что Россия это санкции еще не включала. После того, как заплатил по ипотеке, заплатил то, что мы называем ЖКХ, и заправил автомобиль, у меня денег не остается. Я превратился из зажиточного человека в бедного служащего, потому что для меня уже покупка еды, доехать-то до супермаркета и обратно я могу, но уже покупка еды у меня вызывает мучение. Как этому человеку еще объяснить, что он еще должен температуру снизить в доме? Это будет трудно, трудно. Это пока европейские власти бодрятся, есть, конечно, энтузиасты, особенно среди зеленых, там говорят, а что на 1 градус, давайте на 2 снизим, покажем этому Путину, где раки зимуют. В общем,
много разговоров, много угроз, что мы решим эту проблему, хотя все понимают, что даже в среднесрочной перспективе проблема с газом решается очень плохо. Ну, нет, конечно, остановить экономику и решить проблему с газом можно. Вот, как бы, только никто на это не пойдет. В краткосрочной перспективе вообще никак не решается. Вообще. То есть вот назло маме отморожу уши, как сейчас принято шутить, это прямо вот актуальная такая. Понимаете, если бы можно было только снижением температуры в офисах и в домах решить. У нас же лето впереди еще, там охлаждать надо будет. Ну да, тоже электричество нужно, кстати. Но вот, это не самое главное. Главное же все-таки это электроэнергия нужна для экономики в целом. Тут вопрос, знаете, какой? Отопление важно, конечно. Очень часто задаваемый вопрос нашими зрителями, для меня тоже неочевидный совершенно. Вот у нас идет газовая труба, да, и существуют определенные возможности по транзиту. Мы можем отключать конкретно взятую страну за неуплату, например, если там 3 страны платят в рублях, а посерединке страна, которая отказалась. Можем ли мы технически решить этот вопрос, либо они могут там между собой как-то этот вопрос решить? Они могут этот вопрос между собой решить. Вообще, одно из основных ноу-хау, который Европейский Союз сейчас предложил, это совместная закупка газа. То есть на последнем саммите, который прошел в Брюсселе на днях, европейские страны дали мандат Еврокомиссии осуществлять закупку газа сразу на все страны Европы. Вот у них этот подход сейчас превалирует. Давно Еврокомиссия предлагала такой подход, но тогда европейские страны не дали полномочий Еврокомиссии, сейчас сдали. И теперь мы даже формально, наверное, не сможем вести переговоры с одной или другой страной, чтобы с какой-то заключить договор, а с какой-то не заключить. Формально теперь мы должны будем вести переговоры с Еврокомиссией. Если все так, как нам рассказали про итоги этого Евросаммита. Они вообще странную конструкцию строят сейчас. Они сами немножко, европейцы имею в виду, немного путаются в ней. Они, с одной стороны, хотят ограничить цены, хотят, чтобы за счет этой групповой покупки цены были снижены. Но для этого нужно вообще найти людей, которые согласятся в условиях, когда газ дорогой и будет еще дороже, потому что мы какой-то объем все равно перестанем в Европу или в мир поставлять. Они хотят компенсировать населению. Некоторые говорят, вообще это такой социализм получается, о установлении государственных цен как бы на газ, прежде всего, изъять дополнительные доходы у газовых компаний, которые получают сверхприбыли за счет продажи газа по высоким ценам и перераспределить среди нуждающихся. В общем, пока такая конструкция, которая вообще категорически противоречит третьему энергопакету, вообще все либеральные экономики, которые они также тщательно отстраивали на протяжении нескольких лет. Что из этого получится, даже они не знают. Вот они говорят, что мы все поменяем, теперь все поменяем, но как это будет выглядеть на практике, трудно сказать, тем более точно можно сказать, что противоречия между странами там остаются. И когда Еврокомиссия попытается решить вопросы за счет одних стран Евросоюза в пользу других, это вызовет возмущение. А вот, знаете, какой вопрос? Ну, понятно, что в основном мотивация носит политический характер. Учитывая, ну, скорее всего, такой стратегически долгосрочный характер, ну, как бы это сказать, охлаждения наших отношений с Европой, для России сегодня вопрос остановки вот этих вот всех поставок газа в Европу в перспективе, это то, к чему уже надо сегодня готовиться, или все-таки можно как-то рассуждать о том, что, может быть, там через 3 года все поменяется, и мы опять станем главным поставщиком, или все-таки их курс уже на сегодняшний день на отказ от российских энергоносителей, и он уже, ну, с вашей точки зрения, вряд ли может как куда-то развернуться. Еще раз говорю, один из основных элементов европейской риторики сейчас в отношении России,
особенно в отношении энергетической политики, это блеф. Никуда они не денутся. Они смогут отказаться от российских нефти, угля и газа, остановив свою экономику. Но причинив и такой ущерб, что между полной остановкой и вот этим ущербом разницы большой не будет. Это коллапс их экономической, финансовой, социальной системы. Они никогда на это не пойдут. Они сейчас могут блефовать, сколько угодно, говорить, мы ваших рублей в глаза не видели, что это за бумажки, и слышать про них не хотим. Они могут сказать, у нас вот есть планы, мы со всеми договорились, только мы вам не скажем, с кем мы договорились. Это все блеф, это все пропагандистский нахрап, навал, и воспринимать сколько-нибудь серьезно это не стоит. Конечно, они будут покупать наши энергоносители. В каком объеме, когда, сказать трудно, будет все зависеть от очень многих факторов, но отказ это вообще, давайте тогда сейчас сразу вызывать похоронную команду для Европейского Союза и для европейских стран, и будем решать, как делить наследство Евросоюза. Хорошая мысль. Скажите, пожалуйста, а вот для России, если абстрагироваться от Евросоюза, вообще диверсификация поставок в перспективе, она возможна, или мы обречены на то, что у нас основная часть все-таки газа должна идти в Евросоюз, потому что больше некуда просто? Или есть варианты? Диверсификация возможна, она займет время. Китай хочет больше, все развивающиеся страны хотят больше энергии, иначе развиваться нельзя. У нас кто развивается? Китай, Индия, Вьетнам, Корея, Пакистан хочет. Вопрос с доставкой туда российского газа отдельный вопрос. Да? Это нужно строить или газовозы с терминалами, или газопроводы, почему нет? Но я считаю, что вот сама мысль за переходом на торговлю на рубли должна нас подтолкнуть к тому, что часть этой энергии, которую мы сейчас отдаем на экспорт, мы должны использовать внутри страны для развития, для нашего. Не отдавать, а нам нужно строить сейчас самолеты будет строить автомобили, очень много что строить, нам еще дома нужно строить. Мы должны прийти к мысли, что энергию лучше потреблять дома. Вот проблема Европы, она же живет в этой парадигме, что Россия страна бензоколонка. Да, и мы живем для того, чтобы экспортировать наши углеводороды. И наша главная ценность, по их мнению, это поддерживать репутацию надежного поставщика энергоносителей в Европу. Вот для этого мы живем. Да, и они нам постоянно напоминают, причем это они напоминают вовне. Внутри Европы у «Газпрома» ужасная репутация. Поверьте, они сделали все, чтобы «Газпрому» тому же испортить репутацию капитально, что он ненадежный, он коварный, вообще Россия коварная полностью. Вот мы должны перейти к политике внутреннего развития. Заодно они посмотрят, что главная цель России, российских граждан, не обеспечить энергоносителями европейцев. Может, тогда у них в голове что-то поменяется. Я, правда, считаю, что вот с той верхушкой, которая возглавляет сейчас Евросоюз, нам не договориться никогда. Это абсолютно точно. У них типичный колонизаторский подход. У них Европа, Запад внутри, вокруг дикари, вокруг дикие дикари, вокруг дикие продажные дикари. Поэтому с ними можно вести переговоры только об обмене бус на золото. И никак иначе. Не было бы большего блага для вот всех народов, которые живут на этом пространстве от Лиссабона до Тихого океана, до Владивостока, если бы эти народы начали сотрудничать. Но с той верхушкой Евросоюза и верхушкой элитами многих европейских стран это исключено. Они нас воспринимают только как людей, которые должны сидеть тихо, голоса не иметь и дешево, надежно и в срок поставлять энергоносители. Вот мы для них только такие дикари,
которых можно забрать сырье, ну и подкидывать им там, не знаю, какие-то блага цивилизации. Вот. Этот вопрос решается. Этот вопрос решается вот, сейчас. С этой группой людей Россия теперь, понятно, никогда не договорится. Ни о чем не договорится. Ни о каком сотрудничестве. Потому что у них, они даже фразу «Россия и Западная Европа должны конструктивно сотрудничать», они выговорить не смогут. Мозг их откажется это делать. То есть у них, если так переводить на наш вот этот вот циничный либеральный язык, который был много лет у нас в ходу, идет битва холодильника с телевизором. То, что они предрекали нам долгие годы. Да? Сейчас будет идти, сейчас она будет идти в полный рост. Сейчас, да, как бы, сейчас холодильник с телевизором будет бороться, это уже многие на себе почувствовали. Это, тем более, ну, вообще, в Европе есть люди, которые давно критикуют политику Евросоюза, энергетическую прежде всего. Сейчас для них золотое время. Они говорят: ребята, вы 20 лет потратили зря. Вот 20 лет псу под хвост, извините за выражение. Да? Если вы хотели декарбонизировать экономику, вы ничего не сделали. Если вы хотели диверсифицировать источники поставок энергии в Европу, вы ничего не сделали. Если вы хотели расширить ресурсную базу для европейской энергетики за счет атомных реакторов 4-го поколения, вы ничего не сделали, вы наоборот их закрыли, от вас толку никакого. Да, вы 20 лет ничего не делали. И теперь, когда 20 лет энергетического безумия, которое творилось в Европе, начнет сказываться на кошельках большого количества людей, вот именно большого количества людей, может быть, там какие-то подвижки произойдут, потому что люди уже в конце концов скажут: ребята, а что вы делали все это время, вы нам рассказывали сказки, вы в конце концов привели нас к тому, что наш холодильник пустой. А это тоже может произойти. Они, ну, вообще, как бы, мягко выражаясь, антинаучные подходы к энергетике. А если вы проводите очень долго антинаучную политику, то в конце концов вы сталкиваетесь с суровой физической реальностью, да, от которой никуда не уйдешь. Это правда. У нас 3 минуты до конца эфира. Я хотел задать вопрос, который тоже очень сильно волнует наших зрителей. А вот роль США вот в этом вот во всем, она в чем? Вроде бы ведь американцы не имеют отношения большого к покупке наших энергоносителей, да и Европа их не интересует, потому что у них есть Азия как рынок сбыта. Для чего вот это вот все? Я считаю, что пока позиция США двойственная. Они, с одной стороны, как бы поддерживают своих европейских союзников, а вот та верхушка европейская, брюссельская, это, несомненно, их союзники. С другой стороны, они стараются не переборщить с поддержкой Европы. А это традиция уже давно. Знаете, когда в начале 70-х годов в американских внутренних документах появилось выражение «мировой энергетический кризис», потому что начался он именно тогда, еще слабо начался. Тогда возникла перспектива прекращения поставок нефти. Они уж тогда сказали европейцам: ребята, вот если с Ближнего Востока нефть перестает поступать, это ваша проблема. Мы своей нефтью делиться не будем. И уже тогда было сказано: ваши проблемы энергетические – это ваши проблемы энергетические. Американцы прекрасно понимают значение энергии для экономики, для уровня жизни своих людей. Этим они жертвовать не будут. Поэтому поддержка такая, знаете, градуированная. Да, там, где можем, поддержим, но слишком сильно за наш счет, за счет Америки, мы вас поддерживать не будем. Это исключено. Угу. То есть такая идет хитрая игра. Ну, кстати, вот зрители наши подсказывают очень интересный вариант, что, в принципе, данная ситуация поможет Европе отказаться от холодильников. В принципе, потому что... Не, понимаете, в чем проблема? Нынешний этап этого энергетического кризиса показал, что сейчас
уже не хватает энергии на всех, потому что и Китай, и Индия, все развиваются. Если раньше по щелчку пальцев решались энергетические проблемы, ну, в течение каких-то нескольких месяцев, если они возникали, все, это время закончилось. Теперь один за счет другого решает проблемы. Американцы за счет себя, они прекрасно понимают хроническую энергетическую зависимость Европы и энергетический дефицит. За счет себя они не будут решать. Да, попросить кого-то, Корея, Япония, откажитесь от газа, посидите немножко без газа. Это они могут, да, но слишком сильно они в это дело влезать не будут. И с собой жертвовать точно не будут. Понятно. Спасибо. Петр, у тебя есть еще вопросы? Нет, мне все ясно. Спасибо.